Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я буду готовить ромовые бабы. По этому рецепту бабы получаются очень вкусные. Именно такие, какие они были в советские годы. Сдобные, мягкие, пропитанные сиропом, очень сладкие. Также в этом видео я поделюсь рецептом советской помадки и расскажу пару секретиков ее приготовления. О, круто! Прям как в детстве, она такая еще пропитанная, мягкая. Процесс приготовления не быстрый, он растянется на 2 дня, но на мой взгляд оно того стоит. Начну с приготовления опары. В миску просеиваю муку высшего сорта и всыпаю сухие дрожжи. Все хорошо перемешиваю. Если будете использовать живые дрожжи, то берите их в 2 раза больше, чем сухих. Дальше вливаю теплую воду, но не больше 40 градусов, иначе дрожжи просто погибнут. Сначала замешиваю тесто ложкой, а затем буду замешивать его руками. Оно должно получиться не очень густое и не очень мягкое. Замешивается она очень легко, здесь главное добиться однородности. Дальше его округляем, накрываем крышкой или пищевой пленкой, как у меня, и убираем в теплое место на 2-3 часа для брожения. Вот так у меня выглядит подошедшая опара. У меня она простояла ровно 3 часа. Дальше в опару я добавляю яйца. Яйца советую добавлять именно по граммам. Все пропорции я укажу под видео в описании. Сюда же добавляю ванильный сахар, щепотку соли и сахар. С данным количеством сахара бабы получаются очень сладкие, поэтому если вы любите менее сладкую выпечку, то добавляйте чуть меньше сахара. Все перемешиваю, просеиваю муку и замешиваю тесто до однородности. Нужно, чтобы вся мука полностью вошла в тесто. И когда она полностью вмешается, продолжаю его месить еще примерно 3-4 минуты. Оно получается довольно мягкое и станет еще мягче, потому что дальше я буду добавлять сливочное масло. Масло обязательно берите 82% жирности. Постепенно вмешиваю сливочное масло в тесто маленькими порциями, каждый раз добиваясь того, чтобы масло полностью вмешалось. Оно должно быть обязательно комнатной температуры, поэтому достаньте его заранее, примерно за час до того, как будете готовить тесто. После того, как масло полностью вмешалось, тесто нужно еще хорошо вымесить. Поэтому выкладываю его на сухой рабочий стол без муки и вымешиваю его примерно еще 5-7 минут. Тесто получается очень мягкое, и оно будет прилипать к столу, но ничего страшного, просто при помощи скребка его можно подобрать и продолжить вымешивать. В процессе вымешивания теста вы почувствуете, как оно начнет меняться, и в конце оно станет более эластичным. В результате получается очень мягкое тесто, осталось только вмешать изюм. Его я заранее замочила в горячей воде и обсушила на бумажном полотенце. Изюму вы можете добавить чуть больше или наоборот совсем не добавлять. Миску обязательно смазываю растительным маслом. Собираю тесто, округляю его и кладу в миску. Обязательно накрываем крышкой или пищевой пленкой и убираю в холодильник на 1 час. Конечно, в рецепте по ГОСТу тесто нужно поставить в теплое место, но именно после холодного брожения тесто станет более плотным, и оно не будет растекаться, прилипать к рукам, и его будет потом гораздо проще разделить по формам. Я рекомендую именно такой способ, для меня он гораздо удобнее. Через час достаю тесто из холодильника и вымешиваю его еще примерно 1-2 минуты. Можете вымесить на столе или сразу в миске. Вы заметите, как тесто изменилось, оно уже не так сильно прилипает к рукам. Округляю тесто и отправляю его еще на 1 час в холодильник.
Пока тесто отдыхает в холодильнике, начинаю подготавливать формочки. Смазываю их растительным маслом. Также их можно смазать и сливочным маслом, но если будете его использовать, то дополнительно присыпьте формочки еще мукой, а лишнюю просто стряхните. Я же буду использовать обычное растительное масло. Готовое тесто достаю из холодильника, перекладываю на стол, отрываю кусочек и примеряю. Нужно, чтобы формочка была заполнена на 1/3 часть. Этот кусочек взвешиваю и делю оставшееся тесто. У меня формочки маленькие и кусочки получились по 40 граммов. Дальше кусочек теста округляем. Для этого собираем концы теста к центру до образования гладкой поверхности снаружи. Перекладываем в форму узелочком вниз и немного его разравниваем, чтобы тесто легло ровно. Если у вас тесто сильно прилипает к столу, то можете присыпать его небольшим количеством муки, но, пожалуйста, не используйте слишком много, иначе тесто станет очень плотным. Заполненные формочки накрываем пищевой пленкой и оставляем для расстойки примерно на 1,5 часа в теплом месте. У меня они простояли где-то час и уже хорошо увеличились в объеме. Аккуратно снимаю пищевую пленку и перед выпечкой их нужно смазать яйцом. Кстати говоря, когда вы взвешивали яйца на тесто, у вас наверняка осталось небольшое количество яйца, и вот сейчас можно его использовать. После этого отправляем их в разогретую духовку до 210 градусов и выпекаем до румяности. Время выпекания у всех может быть разным. У меня они небольшого размера и выпекались где-то 15 минут. Но лучше всего ориентируйтесь на цвет. Они должны хорошо подрумяниться. Ни в коем случае раньше времени духовку не открываем. Вот так они выглядят в готовом виде. Даем им немного остыть до теплого состояния. Аккуратно снимаем формочки и оставляем до полного остывания. Перед тем, как промачивать их сиропом, они должны хорошо подсохнуть, поэтому их переворачиваем и оставляем где-то часов на 8. Я обычно оставляю их просто на ночь. Для приготовления сиропа, который буду промачивать бабы, понадобится в равных весовых количествах вода и сахар. При нагревании добиваемся того, чтобы сахар полностью растворился, и доводим его до кипения. Снимаем с огня, переливаем в другую емкость и даем полностью остыть. Теперь я начинаю готовить помадку. Самое страшное и самое сложное. Но могу сказать, что если у вас есть термометр, то ничего страшного в этом нету. В сотейник добавляю сахар, воду и нагреваю. Сейчас важно, чтобы к началу кипения весь сахар полностью растворился и не оставалось ни одного кристаллика сахара. Если почувствуете, что сахар никак не растворяется, можете добавить еще немного воды. Просто в таком случае придется чуть дольше уваривать. Также перед кипением при помощи кисточки и воды нужно смыть остатки сахара со стенок сотейника. Дальше накрываем крышкой и на сильном огне дадим сиропу кипеть примерно 1-2 минуты. Ну а дальше дело техники. Ставим термометр и ждем, когда температура достигнет 108 градусов. После этого добавляем немного лимонного сока и продолжаем уваривать сироп уже до температуры 115-117 градусов. Как только уварили сироп до нужной температуры, дальше его нужно быстро охладить. Для этого ставим сотейник в миску с холодной водой. Если вы этого не сделаете, то сироп продолжит завариваться и превратится в карамель.
Остужаем сироп до температуры 60 градусов. Ну и дальше начинаем его взбивать лопаткой. По времени это займет примерно 5 минут. Это можно сделать также миксером, но мне, например, удобнее делать это лопаткой. В процессе взбивания вы заметите, как смесь начнет белеть. Бывает такое, что вы уже слишком долго мешаете, смесь стала уже очень плотной, но не побелела. Это означает, что она у вас слишком сильно охладилась. Ничего страшного, просто нужно ее немного подогреть. Ставите сотейник на маленький огонь, немного подогреваете, в процессе она станет менее плотной, и затем снимаете с огня и сразу же продолжаете мешать. Здесь есть еще одна тонкость. Главное ее не перевзбить, потому что она может засахариться, станет такой жесткой и твердой. Поэтому, как только она стала белой, сразу же останавливаемся. Вот и все, помадка готова. Накрываем пищевой пленкой и оставляем ее до утра. Она отлично хранится в холодильнике и может простоять месяц или даже больше. В охлажденный сироп добавляем алкоголь. Можно также добавить ромовый ароматизатор, десертное вино, либо пару столовых ложек коньяка. Все на ваше усмотрение. Дальше берем подсушенные ромовые бабы и накалываем их зубочисткой со стороны узкой части. У меня они постояли ночь и стали уже более плотными. Затем их нужно будет пропитать в сиропе. Ставим узкой частью вниз и держим плюс-минус 10 секунд. Время зависит от того, какую пропитку вы хотите получить. Кто-то любит, чтобы бабы были хорошо пропитаны сиропом, кто-то любит, чтобы были только слегка пропитаны. И, конечно же, все зависит от степени просушки. Если они у вас просушивались 4 часа и они у вас мягкие, то времени нужно меньше. Если часов 8 и довольно сухие, то держите подольше. И вот так у меня выглядит помадка утром. Она застыла, стала плотной. Я ее уже переложила в мисочку, в которой буду дальше растапливать. Обратите внимание, она у меня стала достаточно эластичной и мягкой. Дальше я ее буду растапливать импульсами в микроволновке. Также это можно сделать и на водяной бане. Но подогревайте очень аккуратно, чтобы она у вас не перегрелась. Густоту помадки можете тоже регулировать. Если она у вас получилась густоватой, то можно добавить немного теплой воды, чтобы она стала более жидкой. Также помадку можно окрасить в другой цвет. Но, конечно, у классической ромовой бабы должна быть белоснежная шапочка. Раскладываем помадку, даем ей немного застыть и, наконец-то, ромовые бабы готовы. Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту. Они получаются очень вкусные, очень сладкие. Пожалуй, самая вкусная и самая желанная светская булочка. Сейчас в магазине очень сложно найти достойный аналог, но, к счастью, сохранились рецепты и можно постараться приготовить ромовые бабы у себя дома. И поверьте, это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Напиши свое мнение об этом видео в комментариях, для нас это очень важно. Также переходите на наш канал, потому что каждую неделю у нас выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно подпишись, чтобы не пропустить. Ваша поддержка очень важна для нашего канала.
Сначала глазурь, как в детстве. О, круто. Прям как в детстве, она такая еще пропитанная, мягкая. Бомба-петарда. Вообще просто отвал башки. Ну что, самая интересная часть — это дегустация ромовой бабы. Я ее очень люблю, поэтому пробуем. А я ромовых баб тоже люблю. Тишиночки твои. Дегустируем. Реально. Очень мягкая. Такая пропитка очень такая ярко выраженная. А глазурь прям как раньше делали. Вот эта глазурь на ромовых бабах. Это было самое вкусное, ценное, которое из-за чего мы вообще эту булку и покупали. Да, всегда съедаешь вот так сразу глазурь, а потом вспоминаем. Да, а булку можешь отдать кому другому. Папе. Да. Главное глазурь. Но это прям великолепно. Еще всегда в ромовой бабе было мало изюма. Да? Несмотря на всю булку, там 1-2 штуки. Повезло, если изюма в этой булке оказалось много, и он большой, тогда-то еще вкуснее есть. Но это очень похоже. И глазурь, помадка тоже хорошо взялась, питалась. Внутренняя часть прям. С чаем очень супер. Как раз то, что надо. Любимый десерт теперь можно приготовить самим благодаря нашему рецепту. Муж в восторге, поэтому обязательно попробуйте приготовить у себя дома, чтобы порадовать своих близких. К чаю такая вкуснятина отлично подойдет. К чаю, кофе. Вспомнить детство будет вообще идеально. Подписывайтесь на наш канал, смотрите новые рецепты и пишите в комментариях результат того, что у вас удалось приготовить. И обязательно напишите свое мнение об этом рецепте. Для нас это очень важно. Мы все комментарии читаем и на все отвечаем. Если у вас остались какие-то вопросы по рецепту, обязательно пишите в комментариях, мы с радостью на них ответим. Ты меня хочешь раскормить? Здесь самое сложное на самом деле это только глазурь. Конечно, ее сложно приготовить, но если у вас есть градусник, то с ее приготовлением справится абсолютно любая хозяюшка. Я уверена, у вас все получится. Действуйте все, как сказано в видео, и получится. Да. Молодая хозяюшка. Да. Просто восхитительно. Вот недавно покупал в магазине тоже ромовую бабу, но, конечно, там и тесто уже такое не то суховатое, и помадка, конечно, не та, но вот это сочетание вот этих ингредиентов и пропитка самой булки, она очень схожа с тем, что мы раньше покупали, и как раньше в детстве было у нас такие ромовые бабы вкусные.